Твое неожиданное знакомство. С кем же? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Ну и, конечно же, кто досмотрит видео до конца, получит приятный бонус. Итак, смотрим, в каких же энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы человечек, который уже давно находится в поисках любви. Это могут быть ситуации, когда вы, в принципе, да, вот бывали в отношениях, вы могли романить, да, но вы не можете найти ту самую единственную. Одну вы уже потеряли. Может быть, даже у кого-то проиграется не один брак. Но вот душа требует любви. Душа хочет вот именно какой-то такой, знаете, гармонии, взрыва эмоций с любимым человечком. Это ситуации, когда вы можете перебирать женщин, вы можете знакомиться, переписываться, вы можете пытаться вступать в отношения, как я сказала. Но понимаете, что это нет, это не любовь, это не то и все не те. Давайте как раз сделаем маленький опрос, напишите, у кого есть такая ситуация, да, что вроде бы вы общаетесь с женщинами каким-то образом, неважно, романите, переписываетесь, да, ну то есть пытаетесь как-то коммуницировать в поисках любви, так скажем, да. Но, тем не менее, вы понимаете, что ну, не можете вы влюбиться, ну что-то не то, да, вот не можете вот вы открыть свое сердце, не можете полюбить. Знаете, еще вы в своей жизни, вы претерпели столько неприятных моментов, связанных с какими-то вот укорами, унижениями, может быть, даже оскорблениями. Давайте посмотрим, с чем это связано. Это связано, смотрите, у кого-то это может проиграться, это ситуация вот именно унижений, да, когда вас, может быть, ругают, постоянно выносят мозг. У кого-то это на работе, может быть, у кого-то может проиграться, вот да, и на дне колоды реально может быть скорее даже с женщиной. И неважно, вы сейчас живете с женщиной, да, либо же это была прошлая, может быть, дама, поскольку это общий расклад. Но вот постоянно, ну не постоянно, это я, конечно, уже загнула, довольно часто вас в жизни обвиняли, пытались как-то вот вами командовать, манипулировать, хотя, в принципе, вы того не заслуживаете. Вы все, что могли, вы сделали. И неважно, да, вот это отношений касается, либо же это по работе. Вечно вот все не так, вечно какие-то требования, да, не так сел, не так встал, не так работу выполнил, перевыполнил. Ну, в общем, здесь душа полна каких-то вот разочарований. Вот здесь вам очень часто именно причиняли моральную боль, если так можно это назвать, да. Вы на самом деле человек, который всегда пытается вот как-то вот всем угодить, да, но по-хорошему угодить. У вас есть возможности, у вас есть таланты, у вас много чего есть, в принципе, да, вот вы добиваетесь исключительно своим трудом. И очень обидно бывает, когда на тебя наседают сверху, и неважно, это по работе, это могут быть даже близкие родственники, которые пытаются вот вас поучать, да, как жить, как себя вести, как что делать. Плюс еще женщины могут быть, да, особенно повезло тем из вас, у кого такой тандем, да, и дома клевали мозг, на работе клевали мозг. Ну, это, конечно, такой вообще трешняк. На самом деле, я вам скажу, ребят, у вас довольно большой потенциал. Опять-таки, да, опираясь на то, что это общий расклад, кто-то из вас, может, уже даже добился очень больших высот финансовых, я имею в виду, да, то есть есть довольно большие накопления, в принципе, вы самодостаточный человек. У тех же, кто сейчас... Ну так, серединка на половинку, да, особых таких высот не добились ни в финансах, ни по работе, то я вам скажу, у вас точно так есть очень большой потенциал. Просто по какой-то причине
вы не развиваетесь, да, может быть, кто-то и хотел когда-то там свое дело открыть, да, но по той простой причине, что денег не хватало, либо компаньона нет, вы позабросили эту идею, да. То есть знания у вас есть, возможности есть. Но почему-то вот, ребят, вы не двигаетесь. У кого-то может даже проиграться ситуация, что вы хотели, да, вот реально хотели двигаться туда по карьерной лестнице, либо же свое дело открыть, когда жили еще женщины, когда вы были семейным человечком. Но эта женщина вас тянула на низ, вот на дно тянула. Она могла вам говорить, опять же, это те самые унижения, да, и моральные какие-то оскорбления, это то самое, что у тебя не получится, да, ты не сможешь, и то, и сё, ну, в общем, ты такой сякой. Вместо того, чтобы поддерживать вас, как будто вот, ну, на низ, да, вот как топят котят, да, слепых котят, точно так вас, женщины, порой топили. Скажите, ребят, вернее, напишите, у кого это проигрывается. Вы сами по себе человек довольно любознательный. Вы, даже кто-то из вас может реально еще бумажные книжки читать. Хотя сейчас время гаджетов, да, можно в интернете все что угодно прочитать. Но вот именно книги. И даже, между прочим, у кого-то из вас могут быть таланты вот к писательству, да. Может быть, кто-то рассказы пишет, может, кто-то стихи пишет. Причем вы это мало кому показываете. Это либо же для самых близких людей, либо же, ну так, себе в стол, как говорят, да, вот так написали, и иногда так достаете, перечитываете все свои произведения. Боитесь осуждения, да, вот может быть момент робости, может быть момент неловкости, да, хотя вы довольно талантливый человек. И если так подвести черту, да, вот резюмировать, вы человек, который, ну, реально может добиться очень многого. Те, кто не добились до сих пор, да. Единственное, нужен мотиватор. А мотиватор – это, конечно же, женщина. Это та же любовь, которую вы ищете и пока не можете найти. Ну, давайте-ка посмотрим, что же за неожиданное знакомство вам готовит судьба. Так, между прочим, смотрите, ребят, мне вот снова показывает, уже когда-то было это в раскладах, что кто-то из вас именно от одиночества периодически вот заглядывает в рюмочку чая, да? Вы не балуйтесь, потому что, ну, вы понимаете, что проблемы вы не решите. Вот настолько вы хотите любить и быть любимы, что вы уже готовы, ну, я не знаю, просто вот, как говорится, напиться и забыться, да? Настолько вам этого всего не хватает, но судьбинушка-то услышит ваши молитвы. И в вашей жизни появится женщина, с которой вы, ну, реально сможете идти рука об руку, я думаю, ну, может быть, даже кто-то и до конца жизни. Это женщина, с которой легко. Это женщина, с которой вы познакомитесь даже вот как-то, ну, непринужденно. Это будет реально неожиданное знакомство. И какая-то ситуация такая, вот знаете, ну, абсолютно она не будет располагать к знакомству. У кого-то может проиграться, что это знакомство вот каким-то образом связано с работой. Это не обязательно, что вы там начнете романить, либо отношения заводить с коллегой. Нет, это не об этом. Ну, к примеру, да, вот банальный пример. Может быть, если вы работаете в магазине, да, это может быть очередная там, я не знаю, покупательница, клиентка там у кого-то, либо же где-то в командировке, если вы поедете, да, познакомитесь. То есть как-то это может быть, но не у всех, может проиграться именно связь с работой. То есть знакомство очень непринужденное и легкое. Вот вы с первых слов, да, с первого взгляда, можно так сказать, ну, настолько вот как-то проникнетесь этой женщиной, настолько вам будет с ней легко, интересно общаться. Во-первых, она веселая, она легкая. Хоть это и будет такое первое вроде бы знакомство, да, вот, ну, первое даже это не свидание, ну так, пересеклись, да, вот когда познакомились. Вы поймете, что этот человечек, с которым вы, ну, реально на одной волне. Вот вы будете говорить обо всем, о чем угодно, да, и везде вот у вас будут точки соприкосновения.
Она вам может даже при первой вот встрече, ну, во время знакомства, так сказать, она вам расскажет и о многой части, может быть, своей жизни. Она расскажет и о работе, и о том, как она живет. Ну, то есть это будет ощущение, что, ну, реально вы встретили свою такую старую добрую знакомую. Вы обсудите, наверное, все на свете. Поэтому, ну, в такой ситуации не обменяться телефончиками, ну, конечно же, без этого не обойдется. Она очень талантливая, она очень такая трудолюбивая, она моложе вас, ну, такая среднего телосложения, может, волосы ближе так к светлому тону, да. Она может, кстати, быть по работе связана с какой-то даже, ну, такой, ну, я не буду перечислять, потому что разные бывают работы в таком направлении, но как-то может быть связано даже с физическим трудом, с физическими нагрузками. Но это будет, опять же, и может быть и заводы, там, фабрики, ну, я не знаю, много разных работ, да, там, где, к сожалению, даже женщины физически много работают. Либо же еще это может быть, ну, такая посменная работа, ну, чуть ли не по 9-10 часов, когда, знаете, вот бывает, ну, в том же магазине, но человек постоянно на ногах, то есть, ну, тоже физически тяжело, может быть, она тяжести в том же магазине таскает. Ну, то есть она выматывается на работе. В то же время вот вы поймете, что эта женщина очень добрая. Вот почему-то, я не знаю, может даже по взгляду, по выражению лица вы поймете, что глаза-то у нее добрые. Не зря говорят, что глаза это зеркало души, да? Вы поймете, что с этой женщиной у вас будет продолжение. Причем вы это поймете при первом же своем, ну вот свидании, момент знакомства, да, вот, ну как угодно это можно называть. Далее, что еще нам поведает Таро, да, что же за женщина? Она очень любит детей. У кого-то может даже проиграться, что у нее есть маленький ребенок, скорее, может быть, даже девочка. Но пусть вас это не пугает, потому что маленькая девочка, то она, ну, никоим образом она не будет вам помехой. Я знаю, что мужчины не все, не все, к счастью, да, уже снова у меня что-то заплетык языкается, да, немножко подустала на работе. Не все женщины, во-первых, воспринимают мужчин, которые не любят детей, тем более не хотят вот женщин с детьми, да, вот есть, кстати, это вам на заметку, вот если женщины услышат, что вот тот мужчина, он, боже упаси, он не знакомится с дамой с детьми, ну, сразу мужчина падает в глазах ниже плинтуса. Поэтому, ребят, маленькие дети это абсолютно не помеха. Да даже со взрослыми можно найти общий язык. Если полюбите женщину, ну, полюбите, понятно, не как родного ребенка, но все равно будете хорошо относиться и к ее детям. Поэтому, смотрите, она заботливая, она внимательная, она хорошая хозяйка, у нее может быть даже свой частный дом, либо же дача есть, ну то есть у нее там сад, огород, она не боится абсолютно никакой работы. Она в разводе, у нее была, ну тоже такая очень непростая история с ее мужчиной, ей, скорее всего, здесь измена проигрывается, да, вот ей изменяли, обманывали, поэтому, ну, она прожила очень такой непростой период в жизни, она вам об этом поведает. К чему же это все может привести? Женщина довольно неплохо выглядит. Да, ей тоже нужна была в свое время помощь. Ее друзья, близкие, у нее много друзей, между прочим. Поскольку она такой добрый, открытый человек, у нее очень много друзей, и вот ну, ей не дадут упасть. Вот просто у нее такие классные друзья, она вас с ними в перспективе познакомит. Это знакомство будет судьбоносное. Судьбоносное у нас выпало колесо фортуны, поэтому, ребят, обратите внимание, когда вы повстречаете эту женщину, да, обращайте внимание вот именно на таких вот женщин, потому что от нее даже, я думаю, энергетика идет очень такая теплая,
очень душевный такой человек, и в то же время вот есть какая-то такая задоринка, что-то озорное в ней есть, да, ну то есть с ней не соскучишься, но то, что она очень классная и зацепит ваши струны души, это однозначно. Что у вас может с ней быть? У вас может быть с ней не только брак, а даже венчание. Я даже больше не буду раскладывать карты, потому что, в принципе, карта потрясающая. Вот вы встретитесь два одиночества, а вы как две половинки одного целого, которые пойдут дальше по жизни рука об руку. Понятно, что это будет зависеть от вас, да? Захотите, будете просто в отношениях, захотите, кто-то просто жить будут гражданским браком, ну а кто-то захочет реально, у вас есть шанс даже венчаться. И, в принципе, я уже рассказывала как-то, что Таро – это всего лишь модели вашего будущего, да, что вот может такое быть. Но если вы, допустим, не захотите быть с этой женщиной, если вот по какой-то причине вы скажете, все, я вообще никого не хочу, ну, понятное дело, что судьба повернется по-другому. Поэтому вот вариант женитьбы, венчания у вас будет. Но другое дело, не пройдете ли вы мимо, не захотите ли вы остаться вообще без женщин, да? Потому что у каждого своя судьба, у каждого своя история, своя драма. Ну и, конечно же, это общий расклад, не забываем. Ну и кто досмотрел до конца? Сейчас мы посмотрим совет Таро. Так, что же нам советует Таро? Быстренько сейчас посмотрим. Так. Ой, какая-то гулянка у вас такая намечается. Смотрите, на гулянке может быть новое знакомство. Я не буду дальше углубляться, но будет прикольно. Далее, ребят, те из вас, у кого намечается, может быть, развод, расставание, кто сейчас в токсичных отношениях, да, здесь это будет скорее не развод, это избавление. Вы это поймете, но чуть попозже. Вы, наконец, выдохнете. Наконец скажете спасибо, да, но это будет через время. Сейчас вы еще этого не поймете. Ну и, конечно же, не забывайте, что судьба вас ведет. Вот судьба ведет, и те судьбоносные такие встречи, расставания, это все предрешено. И, ребят, еще смотрите, будет очень важное известие, которое вы уже давно ждете. У каждого это по-своему проиграется, да, какие-то известия, может быть, от человека, с которым долго не общались. У кого-то, может быть, по работе, кто-то, может быть, ждет от любимого человека, да, близкого. То есть будет очень важное для вас сообщение, которое, подчеркивая, вы давно ждали. Вот такой сегодня был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!